раз во время ретрита в Киеве. Ulrich and Scott were both at the first ACI event in Europe, in Vienna. Скотт и Арит были на первом мероприятии ACI в Вене. And that's where we met. И мы там и познакомились. 2010. В 2010 году. Feels like 300 years ago. Ощущение, как будто 300 лет назад. Звук наш обоих пишется сюда, а Питер где пишется сюда же. Еще дальше. Может быть, это как-то надо. Вы, может, сюда положишь? Будет плохо и то, и другое. А Питер это хорошо. Питер, вот Все понятно, я понял. повыше подними его, пожалуйста, там следующий. Подбородок? Нет. If you ever can take a yoga class with Arit, Если у вас когда-нибудь возможность пойти на йога-класс с Арит, then you know why the Israelis are so tough. тогда вы поймете, почему Израиль такая непобедимая страна. She is good. I mean, Она, and she has the right heart. и у нее правильный подход. It's a rare combination. Очень редкое сочетание. So why are we here? Почему мы здесь? What are we doing? Что мы здесь делаем? Вся классно. Девятое занятие. Thank you for the male energy. Спасибо. Мужское напоминание. Yeah, but why? You know, I mean, Реальный вопрос, зачем? I'm a guy from Austria, you know. And Austrians on Saturday mornings, they usually have a headache. Так, из Австрии. Сегодня суббота. Суббота утром у австрияков обычно головная боль. I know this is different in this country, but Я знаю, что у вас такого не бывает. and the first thing that comes into your mind when they wake up is a soccer ball, probably. No, in Austria. В Австрии первое, что приходит на ум, когда просыпаешься утром, это футбольный мяч. Maybe if you're from the south of Austria, which where I am, the thing you play ice hockey with, right? Hockey puck, А если просыпаешься на юге Австрии, откуда я родом, то на ум приходит обычно шайба для хоккея. So again, you know, before the yoga class, we met this guy out there who held the class, made this long, boring speech about motivation. Right? Перед занятием йогой этот парень прочел нам длинную скучную лекцию про мотивацию и намерение. And here we go again. Why do we do this? И опять вопрос, а зачем мы этим здесь занимаемся? It's fun to go out and party, don't? I mean, this is not cynical. Я не циничен, когда говорю, что, я абсолютно искренне говорю, что веселиться, развлекаться, ходить на вечеринки, это весело. This is why people do that. Именно поэтому люди это и делают. Right? If it wouldn't be fun, they wouldn't do it. Если бы это не было весело, люди бы этого не делали. So why are we here? It's hard to come here. It's hard to come here from Moscow. It's hard to come here from Kiev. It's you made the decision to do something different. Otherwise, you wouldn't be sitting here. Почему же мы здесь? Сюда вообще сложно попасть. Из Москвы прилететь, там, даже из Киева вот, в субботу утром. Если бы вы не приняли решение здесь быть, ну, нас бы здесь не было. And this is, as you said, class 9, ACI-1. Как нам хорошо, спасибо, Владимир, за напоминание. ACI-1, класс номер 9. Which implies, if it's ACI-1, that there's probably a second and a third one and more. То, что это ACI-1, подчеркивает тот факт, что, наверное, есть еще и ACI-2, и ACI-3 и так далее. I've even heard the 18 courses, right? На самом деле там 18 курсов. So there's a lot of work ahead of us if you're serious about it. There's a lot of work ahead of us if we're serious about it. Если вы серьезны, то работы еще довольно много. And what I said about yoga and yoga studios and the fact that it's so rare to get to a situation where you finally, you know, after many lifetimes come to a place where you get your act together and get to the mat, and then you do these sometimes
crucial, painful stuff. То, что я упоминал во время йоги, это насколько вообще редкое стечение обстоятельств, когда после многих тысяч жизней ты наконец попал в ситуацию, в которой у тебя есть возможности, время, ты уже наконец собрался с силами, и вот оказался на коврике для йоги и начинаешь над собой издеваться. It would be such a tragedy if you waste that time without giving it the right motivation, right? Была бы такая трагедия, если это время было бы потрачено зря, тем фактом, что у вас неправильное намерение. It would be, I don't know. Can you feel how crazy that would be? Я не знаю, можете ли вы ощутить, насколько это было бы безумно и обидно. Like you get up in the morning and make an exercise and you don't think about what you're doing and why. Каждое утро просыпаясь, заниматься этим, делать эти упражнения, не думая о том, что и для чего ты делаешь. Then it's better scenario 2, you wake up with a headache. Лучше, наверное, что ты просто проснуться с головной болью. The point is, it's the same with these teachings. На самом деле все то же самое и с этими учениями. Та же история. It took me a long time to understand what Geshe Michael has said over and over and over again. У меня много времени ушло на то, чтобы понять, что говорил Геше Майкл, он повторял это раз за разом. And what is part of the teachings actually is that before you start a teaching, get the right motivation. И это на самом деле является частью учения, что перед тем, как ты начинаешь само учение, ты должен правильно настроиться и сформулировать правильное намерение. So again, I want to start with you with a short meditation to Поэтому я опять хочу с вами начать с короткой медитации. With the goal to just pray and beg the holiest part of ourselves, our teacher, that we get the right motivation. И цель этой медитации – это умолять самую сокровенную и священную часть нас самих, нашего внутреннего учителя, благословить нас с правильной мотивацией, правильным намерением. I like it. I say the word meditation and the room is moving. Мне нравится, когда я произношу слово медитация, все начинают как-то двигаться, устраиваться поудобнее. So, we'll beg our teacher that we get this thing right, Мы будем умолять нашего учителя, чтобы у нас все получилось правильно. That we use our minds well for the next 48 hours. Чтобы мы правильно распорядились нашим разумом в ближайшие 48 часов. That we become a worthy vessel for this information so that we can become it and pass it on to others so that everyone can become free. Чтобы мы стали достойным сосудом для этой информации, с тем, чтобы мы могли ее дальше и понять, и распространять дальше, чтобы все люди могли, все живые существа могли освободиться. So please get into the position. If you sit on the chair, get your feet flat on the ground. Садитесь в позу для медитации. Если вы сидите на стуле, то поставьте ступни плоско на пол. Exactly. Pasha sits the right way. Move away from the back. Отсядьте от спинки стула, сядьте ближе к краешку стула. Unless you're sitting with crossed legs. Если вы сидите, скрестив ноги, то сидите, скрестив ноги. But again, we want to get that lower back free, because when the lower back is free, we can press the belly button a little bit in and use the Uddiyana Bandha. Помните, что нижняя часть спины должна быть прямой, и живот должен быть немножко втянут, чтобы у нас бандха, Uddiyana бандха была чуть-чуть втянута. And then put your hands away. Отложите руки в сторону. Get your shoulders level. Плечи ровно. Relax your face, close your eyes. Закройте глаза, расслабьте лицо. Relax your forehead, your chin. Расслабьте ваш лоб, ваши щеки, ваш подбородок, челюсть. And make 10 perfect breaths. И отсчитайте, идеально отсчитайте 10 циклов дыхания. Make the decision not to move during this period. Примите решение не двигаться на протяжении этого времени. And start with an out breath. И начните с выдоха.
Step into the golden room. Войдите в золотую комнату. Sit down and ask your teacher to come. Садитесь и попросите вашего учителя прийти. And when you ask your teacher to come, he or she must come. И когда вы просите вашего учителя прийти, он обязательно должен прийти. They're extremely happy to see you. Невероятно счастлив вас видеть. And you sit close to each other, your knees nearly touching. Вы садитесь напротив друг друга очень близко, так что колени практически касаются друг друга. And you tell your teacher, Вы рассказываете вашему учителю: you know, I'm at this retreat and I'm about to finish ACI-1. знаете ли, я сейчас на этом ретрите, и мы вот-вот закончим ACI-1. Please help me to learn, Пожалуйста, помогите мне practice учиться, what I'm learning практиковать то, что я изучаю, with the right motivation. с правильным намерением. Help me to do the learning also with bodhicitta. Помоги мне даже процесс обучения проводить с бодхичиттой, With the wish to become a being that can help every other being to become free of suffering. с намерением помочь всем живым существам, чтобы у них была возможность освободиться от страданий And achieve ultimate happiness. и достичь таким образом абсолютного счастья. And then feel the love, the blessing of your teacher. And focus only on that feeling. Почувствуйте любовь и благословение вашего учителя и сконцентрируйтесь на этом чувстве. Slowly come back to the room. Медленно вернитесь в комнату, When you're ready, open your eyes. и когда готовы, откройте глаза. You can do this also before, if you're in business, you can do this before business meetings. Если вы занимаетесь бизнесом, вы можете проводить такую медитацию перед важными встречами. It will destroy your fear. Полностью разрушит ваш страх. Love and fear don't go with each other. Любовь и страх не особо совместимы. So, let's start Давайте начнем. with the prayer. Начнем с молитвы.
Sashi Puki Chukshin Etoktam Rira Blingshin Inde Yampari Sanye Shintu Mikte Ulvargi Droku Nanda Shingla Trupashu Idam Guru Ratnananda Lakanya Tayami. Sanye Chudang Tsuki Shoknam La Chamshu Padu Dakni Kyapsushi Daki Chinsok Chipe Sunanki Drola Benshir Sanye Drupashu Sanye Chudang Tsuki Choknam La Changshu Padu Dakni Kyapsushi Daki Chinsok Chipe Sunanki Drola Benshir Sanye Drupashu Sanye Chudang Tsuki Choknam La Changshu Padu Dakni Kyapsushi Daki Chinsok Chipe Sunanki Drola Benshir Sanye Drupashu. Class 9. Итак, 9-е занятие. What have we done? Because we haven't met each other, I could never ask you questions, which was a little frustrating, so we catch up on that too. Поскольку мы с вами так, получается, не встречались, я никогда не мог задавать вам вопросы, это достаточно некомфортное положение для меня, поэтому я надеюсь, за эти выходные мы наверстаем упущенное. What was the class 8? Remember what did we do in class 8? Кто-нибудь помнит, о чем было занятие номер 8? Political. Подхичили. Why do we want that? И зачем оно нам? What is political? Кто такой Бодхичитта? The wish to achieve enlightenment for the sake of Желание достичь просветления ради всех живых существ. Это и есть Бодхичитта. And what does that do for us? Why not go to a soccer game instead? А что нам это дает? Почему просто не пойти вместо этого на футбол, например? Чтобы выйти из колеса сансары. And what is samsara? А что такое самсара? Перевоплощение постоянно. Без выбора. Rebirth. Повторяющиеся циклы. Repeating cycle of one and the same. Yes. Which leads to the very frustrating realization that wanting to have a BMW is not going to lead you to bodhicitta necessarily, right? И это приводит нас к достаточно разочаровывающему осознанию, что желание получить новое BMW, скорее всего, вряд ли приведет нас к просветлению. You have to change car brands, so. И к бодхичитте. Возможно, надо поменять бренд машины. What that means, that is very important, you know, like when you do a good deed like yoga, То, что это означает следующее.
Когда вы, например, делаете какое-то хорошее дело, например, занимаетесь йогой, or you give someone money, или даете кому-то деньги, or you give someone a nice smile or a hug, if you do или a good deed, одаряете кого-то хорошей улыбкой, или что-то еще хорошее делаете. does every good deed lead to enlightenment? Ведет ли каждое доброе дело к просветлению? Нет. Exactly. Yeah. Нет. That's a huge realization for me. Это огромное, на самом деле, осознание. That's incredible. Невероятно. Before I heard this, I mean, I never thought much about these things, but I would have thought that, like, whenever I do something good, it's going to. До того, как я об этом услышал, я вообще мало на эту тему думал, но если бы подумал, то, скорее всего, предположил бы, что, наверное, любое доброе дело должно вести. To bring me forward, right? Должно оно тебя продвигать вперед. I didn't know where to, but forward somehow. Не знал куда, но куда-то вперед. So this is saying that if you do actions without bodhicitta, it's not going to bring you ultimate happiness. То, что мы говорим, это что если делать эти добрые дела без бодхичитты, то они не приведут нас к этому окончательному счастью. Will it bring you a good result if it was a good action? Принесет ли это хорошее действие хорошие плоды? Yes. Да, несомненно. Yes. In samsara. В самсаре. So, I mean, right? And samsara is defined as the fact that you are forced to be reborn. А самсара определяется именно как тот факт, что ты вынужден To get older, перерождаться, to get sick and to die. стареть, заболевать, умирать. The amazing thing with this definition and the description that I just said is that apparently it doesn't have to be like that. Удивительная вещь из того, что я сейчас сказал, следует, что, в общем-то, так быть не должно. Не обязательно так должно. Which defies everything I know. По сути дела, это идет вразрез всему тому, что я знаю. It does not say that I'll get forever good cars and the perfect partners and the perfect food and I will have a great life forever. That's not what it's saying. Это не означает, что у меня будут постоянно хорошие машины, одна лучше другой, или спутники по жизни будут все время меня устраивать, и все будет бесконечно хорошо и красиво. Не об этом речь. It says that we can and apparently are supposed to reach a level of existence. По сути дела, мы говорим о том, что мы можем и, по сути дела, должны достичь некого другого уровня существования, Where we don't have to be born, we don't have to get old, we don't have to get sick, and we don't have to die anymore. где мы не вынуждены будем больше рождаться, взрослеть, стареть, заболевать и умирать. That status will include the good cars and the good relations, and all the other good stuff. И этот статус сам по себе, он включает в себя и хорошие машины, и хорошие отношения. And for me, because I have this Catholic background, this is what Jesus must have meant. И для меня, поскольку мое воспитание католическое, мне кажется, что, наверное, именно это Иисус и имел в виду. When you ask for a good life, you are not asking for too much, you ask for too little. Когда ты просишь хорошей, красивой жизни, ты не спрашиваешь, ты не просишь слишком многого, ты на самом деле просишь слишком мало. That's a wild statement. И это звучит, возможно, достаточно радикально. When you want to have a good relation and a good cars, I don't know, a partner, whatever it is you want. Хорошие отношения или хорошие машины, я не знаю, что я сегодня на машинах зациклился, но машины. Все, что вы хотите иметь. It's not that you ask for too much. Это не значит, что вы просите слишком многого. You ask for too little. Вы просите слишком мало. And that you have to let sink in. И вам вот это вот должно как раз до вас дойти. It might imply that you have to give up these other goals for a while. Это может означать, что вам придется, возможно, эти цели на время отложить. But it's not that you ask for too much. Но это не значит, что вы спрашиваете или просите для себя слишком много, слишком мало.
how does that fit into renunciation? А как это все теперь стыкуется с отречением? As long as you think that the BMW and the apartment and the partnership До тех пор, пока вы думаете об этом BMW, и квартирах, и отношениях, will make you happy, as long as you think that those will make you happy, до тех пор, пока ты думаешь, что именно это сделает тебя счастливым, you are stuck in asking for too little. ты так и застреваешь в том, чтобы просить слишком мало. And so you have to renounce it. И от этого нужно отречься. Or actually, rather, you have to renounce the idea that there are things out there that have a nature from themselves that can do anything. По сути дела, скорее нужно отречься от идеи о том, что есть вещи и предметы в окружающем нас мире, которые обладают какой-то самосущностью, которая может что-то для нас сделать. And I love the discussions on Skype about renunciation. Emma, can I have a family still? Мне очень нравятся эти дискуссии, которые были у нас на скайпе по поводу отречения, все эти вопросы относительно того, а можно ли отрекаться, отречься и все равно сохранить семью, There например. were many people who asked me that. I mean, Очень многие мне этот вопрос задали. some with individual emails, so Некоторые индивидуальных письма. whoever it is, don't think you were the only one. Поэтому, если вы такой вопрос задали, пожалуйста, не думайте, что вы были единственным. It's good because you understood what these teachings are. This is what the teachings are saying. You know? И это очень здорово, если вам такой вопрос пришел в голову, потому что значит, что вы поняли, о чем речь в учении. You have to give up something in order to get everything. Для того, чтобы получить все, нужно от чего-то отказаться. And then, after renunciation, now we go in a circle, hopefully upwards, comes this, you look up and you say, is anyone else having the same problem? И вот после отречения приходит этот следующий шаг, мы это рассматриваем как спираль, остается только надеяться, что это восходящая спираль. И после отречения возникает разумный вопрос, а кто-нибудь еще несчастлив, кто-нибудь еще хочет освободиться? And then you apply the same line of thought, okay, if there is a way out of this cyclical being born, getting old, getting sick, getting dying, if there's a way out there, and anyone else has the same problem, then please, let me become someone who can help everyone to stop that. И дальше ты используешь ту же логику для того, чтобы проанализировать это и задать вопрос, но если кто-то другой тоже страдает и вынужден перерождаться и идти по этому циклу жизни, то, пожалуйста, пусть я стану кем-то, кто сможет разорвать для них этот цикл. And then reality hits home. Но в этот момент наступает осознание реального положения вещей. I maybe have difficulties to pay even my rent, so how am I going to suppose anyone to get out of samsara? Вообще-то даже проблемы аренду платить в этом месяце. Как я могу помочь кому-то еще из самсары выбраться? It's like, let alone being able to help myself, then I'm supposed to help everyone else that can't even pay my rent. Мы же даже не говорим о том, чтобы помочь себе сначала, перед тем, как начать помогать другим. Какой там помощь себе? Сначала аренду заплатить неплохо. I would even say it's when you get onto these things, it's very typical that you get these problems. И если вы становитесь на этот путь, я бы сказал, что это на самом деле достаточно типичная ситуация, что у вас возникают подобные проблемы. Because your mind is realizing that its end will come in this form. Потому что ваше сознание в какой-то момент осознает, что ему в таком виде, в каком оно есть, в какой-то момент может прийти конец. And as a well-educated Buddhist, you nearly have to expect trouble. И если вы хорошо образованный и подготовленный буддист, то вы должны предвкушать и ожидать эти проблемы. And after a wonderful, nice, hard day, И после замечательного, чудесного, отвратительно тяжелого дня, when everything went wrong, когда все пошло не так, an email from Maria Books pops up in your email. и приходит имейл от Марии Букс. And you say, oh, I just didn't see the mail. И она говорит, ой, я просто не заметила ваших писем. Ходите миленько. Excellent. She'll do everything to help us. В итоге на встрече она сказала, что она сделает все возможное, чтобы нам помочь с продвижением мероприятия в Стокгольме. And it feels a very good connection. И я чувствую очень хорошую связь с ней. So, how do we do this? Not paying rent,
I'm telling you, become someone who helps every living being to become totally free. И как же мы делаем этот скачок? С одной стороны, аренду заплатить не можем, с другой стороны, я вам говорю, что вы должны стать кем-то, кто может нести освобождение каждому живому существу. There's a jump to be made, right? Похоже, есть прыжок, который надо сделать. Which, by the way, Jivamuktis, because we spoke about that, they have the same, they have, you know, I heard them say, you know, we expect from our students to be angels. И вот тем из вас, кто Sounds принадлежит к племени Дживамукти, у вас то же самое говорится о том, что, по сути дела, мы ожидаем, что все наши ученики должны стать ангелами. So how are we going to do this? Ну и как же мы этого добьемся? When you really have bodhicitta, I think, you know, when you start to dare to think like that, it forces you to the question, where do things come from? Когда вы действительно доходите до этого состояния, и у вас появляется бодхичитта, вы насильно начинаете озадачиваться вопросом, откуда же все-таки все эти вещи происходят. How do things, let alone all that stuff that we spoke about, but where do things come from? How do they exist? Уже не говоря обо всем остальном, более сложном, казалось бы, о чем мы говорили раньше, хотя бы базовый вопрос. Откуда происходит окружающий наш мир и вещи? Because only if you know how things exist and where they come from, you can do that, right? Только тогда, когда вы понимаете, откуда что происходит в этом мире, только тогда вы что-то и можете по этому поводу сделать. This is what class 9 is about. И 9-е занятие посвящено именно этому. First we want to become enlightened, and now we get an explanation of how. Сначала мы должны получить это желание достичь просветления, а теперь мы будем объяснять, как этого на самом деле добиться. Or why it is at all possible. Или хотя бы почему это вообще возможно. And the answer which you know who have, I mean, you wouldn't be here today if you wouldn't have heard that, is emptiness, right? И ответ на этот вопрос, который вы наверняка уже слышали, если были здесь раньше, это пустота. Things are not what they look like. Все вещи вокруг нас, они не такие, как нам кажется, как они выглядят. Rejoice, you know what comes now. Можете возрадоваться, потому что знаете, что будет дальше. It's such a beautiful example, I think. Такой чудесный пример. And you know, in the difficult days, this is what you have to fall back to. И в тяжелые дни именно на это вам и есть возможность опереться. This is the only protection I can give you, and the only protection there is. Это единственная защита, которую я могу вам дать. На самом деле это единственная защита, которая существует. But it is true protection. Но это на самом деле реальная защита. And we do it again, from A to B. Мы сейчас все это повторим от А до Я, так что. What is this? Это что? Pen. Ручка. It's a pen. Это It ручка. is a pen. Never think that there is nothing. There is a pen there. If you don't believe that, I'll make you a Hitler mustache, which is not a nice Там thing. ничего нет. Если вы не верите, что это ручка, я вам сейчас усики пририсую. It is a pen. Это ручка. So, when a little dog comes in, I've tried that in my office, you know, really, it's crazy, but one of my colleagues, he comes with this puppy dog. У меня на работе у одного коллеги есть маленький щенок, и я с ним это тоже провожу, эти эксперименты. Who pees everywhere in the office, don't tell anyone. Щенок писает везде в офисе, никому не говорите, но это так. And then one day I got with the pen. И как-то раз я поиграл ручкой, вот так показал ручку, и он, естественно, ее заживал. So what does the dog see? Что же видит собака? Игрушку для жевания. This is at the cause of every conflict, every war, every suffering you've ever had. На самом деле это и есть причина любого конфликта и любого страдания, которое у вас когда-либо было. The food tastes good. No, it doesn't. Еда вкусная, нет, невкусная. To who? Кому? Where does really? This is at the cause of every problem. Реально это и есть первопричина всех проблем. Because it leads to the very important philosophical question: if all the humans and all the dogs leave that room, would you place that thing here? Потому что это все ведет к очень важному философскому вопросу. Если все люди и все собаки вышли из комнаты и никого здесь не осталось, а вы вот это вот кладете вот сюда, на стол. What is in room? Что это такое?
в этот момент. And I can see your minds go. I can feel it. It's like Benchunta. Я вижу, как ваше сознание This is what we do. осциллируется между ручкой, жевательная игрушка, ручка. И мы так мы думаем. But both are wrong. Но и то, и другое неверно. That's the point. В этом есть смысл. Both are wrong. I'm going when I'm saying it. I'm thinking, is it right? I said, shut up. Both are wrong. Я понимаю, что ни то, и другое неверно. Кусок пластмассы. Piece of plastic. Piece of plastic. You can. The scripture answer to that command is you can say that. If you don't go deeper, you can say that. Yes. В Писании ответ на ваш комментарий такой, что да, можно и так сказать, если вы не хотите копать глубже. But you cannot say pen or chewing toy. Но вы не можете сказать, что это или ручка, или жевательная игрушка. Because the dog is right, Потому что собака права, and the human is also right. и человек тоже прав. It's not that they're wrong. They're both right. Они оба правы. Which leads to the next. So in a way, you can say nothing is in that room, right? То есть, по сути дела, можно сказать, что ни того, ни другого нет в комнате, или что и то, и другое, это и то, и другое одновременно. Which leads to the next key question. И следующий ключевой вопрос. So what that thing is, Вот то, что из себя этот объект, предмет представляет, does it come this way оно исходит в эту сторону or this way? или в эту сторону? От нас. Move your hand so you remember it. Можете рукой показывать, чтобы запомнить это движение. Yes! That's big news, frankly. На самом деле это большая новость. Still, after 5 years of studying this, every time it's big news. 5 лет это изучать, для меня это каждый раз сюрприз. So are you telling me that when these flowers look good to you, it comes from you? Говорите ли вы мне, что это означает, что когда вот эти вот цветы мне нравятся, это что, от меня исходит, что они такие красивые? Yes. Да? Are you telling me that if it's too hot in the room or too cold in the room, that it comes from me? Означает ли это, что когда в комнате слишком жарко или слишком холодно, то это тоже происходит от меня? Yes. Да? Are you telling me that if I live in a country where there's too little oil, or there is corruption, or there is, I don't know, whatever, strange politicians like in Austria, Означает that comes from me? что когда я живу в стране, в которой недостаточно нефти или вездесущая коррупция или странные политики, как у нас в Австрии, это тоже происходит от меня? Yes, even the politicians in Austria. Даже политики в Австрии происходят от меня. The question is, there is one problem. It's better in Russian, yeah? Есть проблема с переходом от вопроса качества этого предмета к вопросу существования вообще всех вещей. То есть да, для собаки эта ручка может быть игрушкой. Но и собака, и человек, и кто-то еще видит как некий твердый предмет, не жидкость, не горячее что-то, не обжигающее. Он может взять это в рот. It's not liquid, it's not gas, it's not burning, it's an object. Prove it to me. Покажи. Prove it. You take it and you don't feel pain. It's not. Me. That's what you see. You have no idea what anyone else is seeing. Это то, что ты видишь, но ты понятия не имеешь, что видят другие. You have. I like it. I just was saying. I like it because this example is on the surface. This goes much deeper. На самом деле этот We пример, don't- он достаточно поверхностный, а на самом деле все идет гораздо глубже. И мы Wait a little. We're doing that today. This is мы just the сегодня это foreplay. мы сегодня это все будем обсуждать, так что чуть-чуть подождите. This is the pre-band. Это такое, не ручка, это такая подготовка к ручке. But one answer is, where's something very colorful. Какое-нибудь есть что-нибудь очень Everyone яркое, can see. пестрое. The white. Например, белая колонна. Exactly. I ask you a question, and you have to think about it. Если я задам вам вопрос, а вам нужно вот молча реально This is white, подумать. right? Белая? It's exactly behind. I'm sorry. It's exactly the white flowers. We take the white flowers. Everyone is Белый цветок, например.
They're white, right? Они белые, правильно? I mean, if you look at the white, Особенно I'm если not trying to посмотреть trick на you. белую Важно. часть цветочка. the white part is white. Yes. Белая часть цветочка белая, правильно? For the purpose of this argument, I only talk about the white part. Okay. Сконцентрируемся только на белой части цветочка. Now comes the question. Возникает just- вопрос. We just have agreed both that it's white. Все мы сейчас только что согласились о том, что Yes. цветок белый. Tell me what I'm seeing, Теперь скажи мне, что я вижу? or anyone else in here. Или что-то, что видит кто-то другой в этой комнате. It's the point, Anton. You don't know. По сути дела, на самом деле ты не знаешь. And you have never known. You can Никогда never не know. знал и никогда не узнаешь. And this is just the color white. И речь идет здесь только о цвете. Aristotle said, well, that's not true. My mother said that Aristotle said. На самом деле Аристотель сказал, ну, вообще-то не Аристотель сказал, а моя мама сказала, что сказал Аристотель. When 5 people look at one chair, they see 5 different things. Когда 5 человек смотрят на один стул, они видят 5 разных предметов. Does it sound familiar? Звучит знакомо? Да. Let's continue, okay? This is we are exactly at the point. But why do we in this case all agree that it's white? For the same reason Почему же мы все сейчас соглашаемся, что цветы белые? why a dog sees a chewing toy. По той же причине, по которой собака видит I like жевательную my answer. игрушку. But for all human beings, that's white. No. Для всех людей похоже на белое. Have 65 shades of white. Ну, давайте по-русски разговаривать. Yeah, exactly. I agree. То есть Russian. 65 оттенков белого цвета. Да. То есть и здесь как бы белый уже будет для них вообще не Если белый. начнем рыть, сейчас будет зеленый, у кого-то и это. Ну, это то же самое, как о вкусах не спорят. How about how about the idea, Olga, that not only the chewing toy or pen are words to describe a certain quality of this thing. Do we agree with that? The word chewing toy То есть слова, которые мы используем, например, жевательная игрушка или ручка, and the word pen describes qualities of this thing, они, по сути дела, описывают качество вот этого вот. right? Правильно? Согласны? Another quality of this thing would be, is it here or is it not here? Еще одно качество вот этого вот было бы так следующее. А вот это вот оно здесь или оно вообще не здесь? Everything we talk about are qualities of things То that we есть все, о чем мы говорим, это perceive. качество тех вещей, свойства, качество тех вещей, которые мы воспринимаем. Or another way of saying the same thing is everything comes from mental states. Все на самом деле, другой способ это же самое сказать, это то, что все происходит из семян. Ментальных семян. Can there be beings that live with minus 100 degrees Celsius? Могут ли быть Theoretically. существа, которые могут жить при температуре минус 100 градусов по Цельсию? I'd say sure, everything is possible. Чисто теоретически, наверное, да. Я бы сказал, что, наверное, все возможно. For those beings, this is very hot. Я думаю, что для этих существ вот эта вот штука будет безумно горячая, обжигающая. We are so stuck in our way of seeing that the things have qualities from themselves. Мы настолько застряли в осознании того, что вещи обладают некими самосущими свойствами, качествами. It's so hard to break that habit. И эту привычку очень трудно сломать. But when you do it, you win. Но когда вы это сделаете, а вы это сделаете, This is what can set you free. именно это и может освободить вас. Because let's go back to the example and then continue with the class. Давайте вернемся обратно к примеру и потом продолжим занятие. Now, if that thing comes from me, which I have said now about 100 times already in the first half an hour, И если эта штука происходит от меня, я, наверное, это уже раз 100 повторил за последние полчаса, then for Christ's sake, let's change it. ну тогда давайте же, черт побери, это поменяем. Please, be serious now. Right? Серьезно, давайте. We close our eyes Закроем сейчас глаза, and we say diamond, и мы скажем, что это должно быть алмазом. and I promise we split the profit.
Я поделюсь с вами прибылью. We sell the diamond and do split it. Okay? Okay, let's do it. 5 seconds. Давайте закроем Close your глаза eyes. и 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Then you go sell it. Его убили, давайте быстрее пусть продать подарили. That's a discrepancy, frankly. Это вроде как расхождение происходит. There is a discrepancy of what I said before. I said this comes from me, and now it Я will. говорю о том, что это происходит от меня, теперь я говорю, что оно не меняется. So how is this working? Ну и как же это происходит? It's true that it comes from me. Это правда происходит от меня. It doesn't. Saying that does not imply that I can change it immediately. It's two different things. Однако тот факт, что это происходит от меня, вовсе не означает, что я могу это поменять. Very logically, it's two different things. По крайней мере, не могу это поменять прямо сейчас. Это совершенно разные вещи. If wishing that something happens would work, you would not be in this class. Если бы желание, чтобы что-то произошло, было достаточно, то я думаю, мы бы с вами здесь сейчас не сидели. Because you would have everything you need. У нас уже давно было бы все, что нам нужно. We have tried that, right? Say? We have tried that. Мы это уже много раз пробовали. So how does it work? Так все-таки как же это работает? Money. Let's say this is it. You have money? Да. Деньги. Thank you. Oh, that's a little too much. No, it's good. It's good. No, this is a lot. Готово было. Yes. Our mind is an amazing thing. It's like this video camera here. Hello. Наш разум удивительная штука, как эта видеокамера. Привет, видеокамера. Whenever we do something, Когда мы что-нибудь делаем, it records what we're doing. эта видеокамера записывает наши действия. It's not only recording the action. Она записывает не только сами действия. For example, of giving someone who is in desperate need of money. Например, процесс даяния денег кому-то, кому они отчаянно нужны. This is important. Not just the action, Очень важно не просто сам факт, само действие, but it records why I do it. но также оно записывает, камера записывает и почему My я это motivation. делаю, мое намерение. It records my feeling of wanting to help him. Оно записывает мое желание помочь ему. It records Мое чувство. this amazing human quality of sometimes being able to do something for someone else. Оно записывает вот это удивительное, редкое, но удивительное человеческое чувство, желание кому-то помочь. And when I let go, И в тот момент, когда я отпускаю, I see him take the money. и я вижу, как он берет деньги, A very powerful seed is planted in my mind. очень сильное и крепкое семя сажается у меня в сознании. Remember, in this action that, if we were alone, there are two very important people. Если бы мы здесь были одни в комнате, то действие было бы два очень важных свидетеля. One, the being who gets what he or she needs. Один — это человек, создание, которое получает, существо, которое получает то, что ему нужно. And the other one is the most important person in your life. А второй, самый важный человек в вашей жизни, Is you. вы сами. You see yourself doing stuff. Вы видите сами, вы видите себя делающим In your что-то. actions, Ваши действия, in your speech, ваша речь and in your thinking. и даже в ваших мыслях. And that video camera of yours records all the time. И ваша видеокамера записывает все это. A true 24/7 machine. Реально 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. One finger snap, 65 cameras are created. За один щелчок пальцами 65 кармических семян сажаются. Now when I do actions to help others, Когда я
делаю что-то, произвожу какие-то действия, помогающие другим, because the world comes from me, поскольку мир происходит от меня, I'm forced to perceive a world where I will be helped. я вынужден видеть мир, в котором мне будут помогать. Now we are good guys and keep the money back. Мы будем сегодня честны и возьмем там деньги. So, in order to, and this is an intellectual explanation of emptiness. На самом деле это интеллектуальное объяснение пустоты. And then there is another one which we speak about in a second. Есть еще одно, и о нем мы поговорим через секунду. Я как раз хотел спросить, как-нибудь другом, может быть, более сложном, либо глубоком объяснении этого факта, потому что мы уже много раз слышали по поводу видеокамеры. Ask for another explanation, maybe a deeper one or a more complicated one. Because we've already heard many times the explanation of the video camera. So We get that today. То есть мы у понимаем, нас что сегодня это будет. То есть вы понимаете, что это очень упрощенно. Ну, я I understand понимаю, that this is oversimplification, but we want to get a deeper one. It's still the foregame, the foreplay. This is the foreplay, the pre-band. This what I just said is the То, что сейчас происходит, это у нас такой разогрев, прелюдия, и мы сегодня получим более глубокое и детальное объяснение того же самого факта, с другой точки зрения более сложно. Because now we speak about the two truths. У меня вопрос. Я верю, что некоторые мастера могут это делать. Менять. Менять ручку на алмаз. Ну, Sure. может быть, не точно ручку, но Sure. создавать золото из ничего. Да. Это делается через пустоту? By using the concept of emptiness, of course. Да, используя концепцию пустоты, да. То есть это возможно? Все же possible. Of course. Да. Why? А почему вы спрашиваете? Because everything is mental seeds. Ну, это же все семена. Для этого нужны семена, что я могу это менять? I should have seeds to be able to change plants into diamonds. Is there a special seed that I need to be able to change a plant into diamonds? I'm sure, but I think when you can do it, you will not do that anymore because it's boring. Я думаю, что да, наверное, нужно специально какое-то семя для того, чтобы менять ручки в алмазы, но когда у вас это семя появится, я думаю, вы перестанете такими глупостями заниматься, вам будет I mean, скучно. it's like why don't you play with sandcastles anymore? Почему вы больше не строите замки из Because песка? you can do it anyway. But let's move on with the class. I Давайте like what you said. продолжим, мне нравятся эти вопросы, но мы сегодня на них ответим. This was an intellectual explanation of emptiness. Bless you. Будь здоров. Это было интеллектуальное объяснение пустоты. You come. The reason why we do the studying, the meditation, the yoga is that you come to a. That's the reason for the ACI courses. You can come to a direct perception of emptiness. Одна из основных причин, почему мы занимаемся этими курсами ACI, потому что на самом деле, почему мы занимаемся йогой, потому что есть возможность получить прямое восприятие пустоты. Which you achieve in a deep meditation, which takes about 20 minutes. И это происходит в самой глубине глубокой медитации, занимает это минут 20. And in order to get there, you have to understand what we're talking about today. Но для того, чтобы туда добраться, надо сначала все-таки разумом понять то, о чем мы говорим сегодня. There are two truths. Есть две правды. There is what we call the deceptive truth. Есть то, что мы называем обманчивая правда, And the ultimate truth. и абсолютная правда. And everything, every object has those both. И каждый объект обладает обеими. When you think about the term deceptive truth, Когда вы думаете даже о самом термине обманчивая правда, it's a strange term, right? странное словосочетание. I mean, is it deceptive or is it the truth? Это обманчивая или все-таки правда? Exactly. It can be both. Не может быть и то, и другое одновременно. That's exactly why the term is chosen.
survival. That's exactly the, Это why и the German- основная причина, по которой этот термин и был выбран. This thing looks as if it was a pen Вот эта вот штука выглядит, как будто бы это была ручка, from its side. сама по себе. Because there's a me and there's a thing that I can do something with. У меня и вот я могу пальцем вот так вот делать. And this is a lie. И на самом деле это ложь. It deceives us. Она нас обманывает. Why? Почему? Because that quality that I strongly believe that this thing has Потому что то качество, которое я настолько вот так уверен, эта штука обладает, is not available to a dog, for example. это качество недоступно другим, например, собаке. But if the quality came from it, Но если это качество происходит от everyone, самого объекта, everyone had to perceive it and то would все have to use it, be able to use должны it. были бы воспринимать его одинаково и могли бы пользоваться им в равной степени. Right? That's the point. It lies to us. It looks as if it had a quality from its side. It doesn't. Но это на самом деле обманчиво, потому что выглядит как будто бы этот предмет обладает этим качеством сам по себе, но это не так. Everyone who comes in here, if the pen had a quality of penness from its side, everyone who comes in here had to say, oh, pen, let's write. Если бы этот предмет обладал качеством ручки сам по себе, то любой человек, любой зашедший в эту комнату должен был бы воспринять его как таковым и сказать: о, ручка, давайте что-нибудь напишем. Elephants, lions, dogs, sheep, Включая cows. слонов, тигров, львов, коров. Fly comes in and say, oh, this one is too big for me. Муха залетит, скажет: ой, слишком большая ручка. This is, I mean, you know, it's so funny because it's so crazy, but the problem is that this is how we think the world works. Наверное, звучит все очень смешно, но на самом деле это так и есть, потому что мы так и думаем, мир вот такой. We perceive things in a certain way. Мы воспринимаем все вещи определенным образом. We perceive that they can do something for us. Мы так воспринимаем, что как будто бы они могут что-то для нас сделать. And all that is correct. И это все на самом деле правильно. But then we think that what the things do comes from the things. А потом мы начинаем думать, что то, что эти вещи для нас могут сделать, на самом деле происходит от них самих. And this is deceptive. А это как раз обманчиво. This is the deceptive truth of this thing. Это вот как раз и есть обманчивая правда вот этой штуки. If I want a pen Если я хотел бы ручку, to write, я бы хотел что-то написать, I must help others to be able to communicate. я должен помогать другим взаимодействовать и общаться друг с другом. No other pen exists. Никакой другой ручки не существует. That is ultimate truth. Это как раз абсолютная правда. And we are so messed up У нас настолько все в голове запутано, that we constantly act against this principle. что мы постоянно действуем вопреки этому принципу. When I'm in a traffic jam, maybe you put a foot up. Когда мы в пробке, мы давим на гудок. I mean, has that ever worked? Это когда-нибудь работало вообще? Not even in the deceptive sense. I mean, Даже не в обманчивом смысле, а вообще хоть в каком-то смысле. let alone in a real sense. But you know, but this is getting to that feeling of being upset. You're late to something. You know, Вот это вот you have to go ощущение somewhere. There's a того, traffic что jam. ты расстроен, что ты торопишься, ты куда-то опаздываешь, а тут пробка. You see space ahead, and the car in front of you doesn't move, and get into that feeling of. Ты видишь это вот свободное пространство перед машиной впереди тебя, она не движется, и ты прямо вот хочется надавить. This is pure, blank, perfect, complete ignorance. Это абсолютно честное невежество. And then slowly, when you are for the 100,000th times late to a plane, И наконец-то, когда ты вот на and you're in some первый strange, раз on опаздываешь на самолет, some airport, and people are crowded in front of you, instead of speeding up, you let the people go first.
когда ты видишь, что люди прямо толпятся перед тобой, чем их разбрасывать и пытаться через них прорваться, ты их пропускаешь сначала. Does that sound crazy? Звучит безумно, да? It feels completely crazy. Ощущение так противоестественное. It's hard to do. Это очень сложно сделать. And then you come to your gate and your heart chakra throws a reality out there saying plane is late. А потом вы подходите к выходу на посадку, и ваша сердечная чакра выбрасывает реальность, в которой вы видите, что рейс задерживается. And through a miracle, and your mind directs, oh, the plane was late. И ваше сознание тут же цепляется за тот факт, что о, самолет попал. The email from Maria Books did not come because the email was in that spam filter. It was because my karma changed. I didn't get the plane because the plane was late. It's because I let people pass first. Имейл от Марины Букс пришел не потому, что у нее мои письма в спам попали, а потому что моя карма изменилась. И самолет опоздал не потому, что он опоздал, а потому что я пропустил других перед собой. You have heard the example, but every one of us has taken headache pills, right? Все из нас пили когда-то обезболивающие, когда голова болела, я уверен. It becomes frustrating when you hear this stuff and you start to get medicine. You're like, На самом деле достаточно такой разочаровывающий опыт, когда ты все время ходишь на эти лекции, а потом тебе нужны таблетки, ты уже на эти таблетки по-другому смотришь. are you really going to do something for me? Смотришь на таблетку и думаешь, ну что, ты для меня что-то сделаешь с нами, или нет? Where's Maria? Can I give you a headache? Can I give you a headache? Ты начинаешь искать кого-то вокруг, кого головная боль, кому можно таблеточку. Don't you have a little headache? Может быть маленькая головная боль кому. It gets weird, and I like it. Это становится очень странным, но мне это нравится. Because you realize you have to give something to someone else before anything can work for you ever. В тот момент, когда вы понимаете, что вы должны что-то отдать другим, прежде чем хоть что-то начнет у вас работать, так и происходит. That's why bodhicitta is a good idea. Именно поэтому бодхичитта – это отличная идея. You don't give to one person, you give to ultimate beings. You take the bill and say, okay, make this act, of which I know that it has no quality of its own, lead to that every being becomes free of pain forever. Даешь не одному человеку, даешь прямо сразу целой группе. Ты берешь эту таблетку и думаешь о том, что пусть этим действием я создам ситуацию, в которой все живые существа навсегда будут избавлены от боли. And because that action has no quality of its own, it will do that. И именно потому, что это само действие также не имеет никакого качества самой сущности, оно так и произойдет. So the deceptive truth of things. Таким образом, обманчивая правда вещей Deceives us completely совершенно вводит нас в заблуждение, because it gives us the feeling that things have a nature from themselves. поскольку она дает нам ощущение, что у вещей есть самосущая природа. Therefore, deceptive truth is a misnomer, right? It's a wrong word. Понятно, что обманчивая правда – это такой противоречивый термин. And the ultimate truth of things is that they have no self-nature, that they do not, that they have no quality from themselves. They are empty of existing in any other way than through a mental state. И абсолютная правда по поводу мира заключается в том, что у объектов, предметов в этом мире нет никакой самосущности, они все происходят из ментальных семян наших. And you have to see those two realities in order to see emptiness directly. И вы должны видеть эти две реальности для того, чтобы получить прямое восприятие пустоты. Which leads us to dependent origination. Это ведет нас к взаимосвязанному происхождению. And dependent origination is the subject of this class. It's in a way a positive way of describing emptiness. По сути дела, взаимосвязанное происхождение – это и есть смысл этой лекции, поскольку это дает возможность нам говорить о пустоте, но в положительном ключе. Emptiness is saying how things do not exist. Пустота говорит о том, как вещи не существуют. This does not exist by having a nature from itself.
Например, вот это вот не существует за счет того, что у него есть некая самосущность. But it does exist. Но оно существует. So how? How does it exist? Поэтому вопрос возникает, как же оно существует? Through dependent origination, which is what we're going to do after the break. И на самом деле оно существует через взаимосвязанное происхождение, но мы это будем делать после уже перерыва обсуждать. So my suggestion is let's make a lunch break Мое предложение это прерваться на обед for half an hour. на полчаса. Half an hour? No? Sure, too long. А на сколько? Какое же расписание? Не успеешь? Нет, я не против. Я как все. Если 40 минут? сейчас, мы через 2 не начнем. Let's say 40 minutes. Давайте попробуем уложиться за 40 минут. Yeah, so it's 1 o'clock, right? 1:40. Сейчас час дня. Давайте попробуем начать опять в час 40. And then we do the 3 ways how different Buddhist schools define dependent origination. И мы с вами обсудим 3 разных способа, как различные школы буддистов, различные буддийские традиции и школы определяют взаимосвязанное происхождение. Хорошо? It's good. You usually can say the hard things. Okay, thank you. Спасибо.